Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радекин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Американская СПГ-мечта может треснуть. Пока Трамп требует от Европы покупки сжиженного газа из Америки, в самих США все острее стоит вопрос о том, хватит ли газа для экспортных мощностей. Александр, пожалуйста, прокомментируйте, а как так может быть, что Америке самой не хватает газа? Она еще захватывает европейский газовый рынок. Ну, во-первых, про 350 миллиардов долларов давайте скажем, что там не только газ имеется в виду, там имеются в виду энергоносители на 350 миллиардов долларов. 350 миллиардов долларов имеется в виду дисбаланс с точки зрения Соединенных Штатов между объемом закупаемых и объемом экспортируемых товаров с Европейским Союзом. То есть европейцы поставляют в Штаты больше на 350 миллиардов долларов, чем Штаты продают в Европу. Ну, учитывая, что европейцы продают продукты машиностроения, автомобили, ну, то есть некие предметы очень-очень-очень высокого передела, а Соединенные Штаты, ну что, ну, оттуда идет нефть, газ, уголечек. Ну, то есть Штаты бензоколоночка, такая маленькая, милая европейская бензоколонка. Так бывает. Да, нефтепродукты тоже идут. Кстати, я замечу, что когда из России в Европу шли вот нефть, газ, уголь, нефтепродукты, это было плохо. Когда из Штатов идут, о, какие Штаты, они подсаживают Европу на свою иглу, они расширяют свое влияние. Наверное, в этом какая-то огромная, невероятная разница. Вот просто невероятная. Ну так вот, с точки зрения Соединенных Штатов, ну, по крайней мере, с точки зрения президента Соединенных Штатов, притом с той точки зрения, которой он делится с широкой аудиторией, Европа должна вот этот торговый баланс как-то свести, ну, я не знаю, видимо, к нулю, то есть чтобы она покупала столько же, сколько продает Соединенным Штатам. Кстати, я подскажу сейчас страшное, что можно меньше продавать в Соединенные Штаты, тогда торговый баланс тоже сократится. Только никому, да-да-да, Максим показывает, типа, никому, вот, никому не рассказывайте. Но такое возможно. А что касается энергоносителей, то Европа – это не бездонная бочка, это во-первых. То есть купить больше, чем они сейчас покупают, она не сможет. Ну, чисто физически. То есть куда вы, ну, вы больше, вот вы покупаете некий объем нефти. Притом нефти вот с такими характеристиками. Больше вам нефти вот с такими характеристиками не надо. Ну хорошо, вы можете увеличить закупки вот по каким-то причинам больше этой вот нефти вот с такими-то характеристиками, но значит какой-то другой нефти вы купите меньше. Потому что, еще раз, у вас спрос вот такой, вот больше вам не нужно. И если весь ваш, пусть даже весь ваш спрос будет удовлетворять, будет удовлетворять нефть из Соединенных Штатов, но это значит, что из Соединенных Штатов нефть не пойдет куда-то еще. Это не означает, что Штаты будут больше добывать. Это означает, что из Штатов нефть не пойдет куда-то еще, а эти куда-то еще должны будут купить нефть у кого-то другого. И в общем и целом, если даже Соединенные Штаты Америки сведут баланс с Европейским Союзом к нулю, они останутся с тем же дефицитом торгового баланса со всем остальным миром, с каким они, ну, как бы сейчас. То есть вы с одной частью мира свели к нулю, молодцы, а всем остальным вы стали меньше поставлять товаров, и, значит, ну, видимо, с ними торговый баланс ухудшился. Извините, но... Ну, ладно, это конкретно про 350 миллиардов. Да, и еще один момент довольно важный. Точнее, два момента важных. Первый заключается в том, что 350 миллиардов – это слова, озвученные в интервью, ну или там во время выступления перед СМИ. Это не требования, прописанные в официальных документах на данный момент. То есть это слова. А слова, ну это такое, знаете, мужик, особенно с шикарной рыжей прической. Я знаю, что прическа не может быть рыжей, если вдруг что. Так вот, это волосы могут быть рыжими. Так вот, вот этот мужик с шикарной рыжей прической, он хозяин своего слова. Захотел – дал, захотел – взял.
Поэтому пока это не отмечено в каких-то официальных требованиях, документах, которые регламентируют, ну вот, не знаю, там, условия снятия пошлин с европейских товаров, ну вот что-то такое, это слова. Серьезно к ним относиться не надо. Ну, по крайней мере, к ним не надо относиться серьезнее, чем к любым другим словам любых других политиков. И второй момент касательно конкретно газа. Штаты сейчас производят столько сжиженного природного газа, сколько могут производить. Да, там разница с тем, сколько могут производить, это, знаете, 2, 3, 5 миллиардов кубических метров. А это означает, что кто-то-то его покупает, то есть весь этот газ находят потребители. Значительная часть этих потребителей, кстати, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Каких-то уникальных условий рынок Европейского Союза не несет, не дает, не интересен он в этом плане. Как какой-то уникальный рынок, куда именно туда надо поставлять и больше никуда. Нет, такого нету. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Вот. А далее, что касается внутреннего спроса. Внутренний спрос на газ в в Соединенных Штатах Америки растет. Растет, притом растет очень-очень-очень уверенно. С конца нулевых годов, когда выстрелила вот эта сланцевая тема, цены на газ упали довольно быстро с $450 до менее чем $100 за 1000 кубических метров. Стала быстро развиваться газовая генерация, просто потому что она стала гораздо более конкурентоспособной, чем угольная генерация, чем что-либо другое. И поэтому сейчас порядка 40-45% всей электрической энергии, которая потребляется в Соединенных Штатах, производится на газовых электростанциях. А доля угольных электростанций сократилась примерно с 40 до примерно 20%. Если мы берем, опять же, период с конца нулевых годов до настоящего момента. То есть потребление газа, скорее всего, будет увеличиваться как раз за счет снижения доли угольной генерации и за счет действительно растущих мощностей СПГ-терминалов. Тут, правда, многие забывают, что крупнейшим покупателем газа, который добывается на территории Соединенных Штатов, кроме самих Соединенных Штатов, и потребителей на территории Соединенных Штатов, является Мексика. В Мексику больше 30% всего экспортируемого из Штатов газа идет. Идет по трубопроводу. И несмотря на текущие сложные взаимоотношения Штатов и Мексики, на этом направлении поставки тоже могут увеличиться. Это не надо сбрасывать со счетов. Но интереснее всего всем, разумеется, СПГ. Напоминаю, что американские компании СПГ не экспортируют. По крайней мере, если мы не считаем экспортом загрузку в судно, которое, собственно говоря, газ будет перевозить. Если считаем, да, экспортируют на 100%. Если все-таки не считаем, то американских компаний среди экспортеров СПГ американского раз-два и обчелся. То есть основные поставщики американского газа – это какие-то зарубежные компании, которые заключили контракты с американскими заводами на определенные объемы, гарантировали им, что они будут требовать сжижения или будут оплачивать сжижение, если вдруг мощностями этих заводов они не пользуются. И, соответственно, они зачастую вынуждены приходить и брать этот самый газ. Иначе они будут вынуждены оплатить сжижение, газ не взять, потери будут больше. Кому это надо? Был период времени, когда они не брали газ, оплачивали сжижение, потому что даже так они теряли меньше денег, чем если бы взяли газ, оплатили бы сжижение и повезли его продавать, но это было лето 2020 года, тогда вообще много всего несколько отличалось от нормальной ситуации. Количество заводов и мощность этих заводов будет расти. До 2030 года мощность может увеличиться, объемы производства сжиженного природного газа на территории штатов могут практически удвоиться. Я несколько округляю, но так, для понимания масштабов, практически могут удвоиться. То есть превысить 200 миллиардов кубических метров в пересчете на регазифицированные объемы. Чтобы газ сжижить, точнее, при сжижении газа вы часть газа теряете. То есть 10-15% это потери. То есть, когда мы пересчитываем СПГ в регазифицированные объемы, это меньше того объема газа, который поступает на сжижение.
Если мы говорим там про 100 миллиардов кубов сжиженных, то понятно, что это там, опять же, округлим, там 115 миллиардов кубов поступило на сжижение. Вот. Если там 200 миллиардов кубов будут сжижать, то там, я округляю, еще раз обращаю внимание, то там 230 миллиардов кубов будет поступать на сжижение. Я, опять же, примерно. Это, в свою очередь, означает, что будет увеличиваться роль экспортной альтернативы. Экспортная альтернатива – это банальная штука. Вы либо можете поставить газ внутрь страны, либо можете его вывести. И цены на газ внутри страны в случае расширения этой экспортной альтернативы будут все больше зависеть от того, сколько газ стоит за рубежом. Потому что вы должны, в условиях биржевого ценообразования у вас есть только, ну или как это говорят, газ-газ. Ценообразование типа газ-газ. В условиях биржевого ценообразования у вас есть только одна возможность, ну кроме прямого запрета там, на экспорт, снизить объем вывоза, предложить денег больше за свой газ. Ну или чтобы газ у вас стоил столько, чтобы вывозить его и продавать там было бессмысленно экономически. Потому как контракты на газ, который экспортируется из Штатов, выглядят следующим образом. Допустим, вы компания Total, которую мы постоянно приводим в наших роликах, в которых касаемся темы экспорта газа из Соединенных Штатов. Вы компания Total. Вы подписали контракт, по толлинговой схеме. То есть вы арендуете мощности по сжижению газа. Значит, вы приходите на биржу, покупаете газ, оплачиваете доставку, учитываем потери, газ поступил на предприятие, его вам сжижили, его загрузили на судно, повезли. Там расходы на транспортировку добавляются, и все сопутствующие расходы, которые неизбежно возникают, когда вы газ привезете, будете выгружать, там, регазифицировать и поставлять дальше. Вот. Это если только вы не продаете сам СПГ, но это ладно, это вообще отдельная тема, не будем ее сейчас касаться. Итак, что мы получаем? Мы получаем ситуацию, при которой газ в Штатах стоит примерно меньше $100, там, допустим, $70. $70 вы купили этот газ. Из этих $70 давайте $10 вычтем потери. Точнее, не вычтем, добавим. Добавим туда дополнительно $10 на потери, чтобы эту 1000 кубов получить. То есть 1000 кубов вам стоило $70, с учетом потерь у вас будет $80. Плюс вы там $150 заплатите за сжижение. Уже получается у нас $230. Вы еще заплатите, в зависимости там от того, какие мы ставки на фрахт, на доставку, так сказать, увидим, допустим, там, пусть будет $40 за 1000 кубов, надбавим, $270 за 1000 кубов. $270 примерно еще раз, это та цена, по которой вы должны продать газ, чтобы просто в ноль выйти. На самом деле она будет выше, но это вообще не важно. Это мы сейчас касаться не будем. Если цена газа ниже на зарубежных площадках, значит, вы будете работать в минус. Вам оно надо? Да, вам оно, скорее всего, будет надо, потому что вы должны оплатить сжижение. Если вы не оплатите сжижение, не повезете газ, его не продадите, то у вас потери будут больше, чем если вы оплатите сжижение, возьмете газ и продадите. То есть и в том, и в другом случае будут потери, но в одном случае будут больше, в другом меньше. Чтобы выйти в плюс, понятно, вам надо хотя бы за $300 этот самый газ продать. Опять же, широкими мазками, просто для понимания общей картины. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, и подпишитесь на телеграм-канал «Нефтегазовая игра» и телеграм-канал «Инфотек». Вам не сложно, мне приятно. А на сегодня все. Всего хорошего.